Всем привет! Как ваши дела? Меня зовут Даша, и это канал для тех, кто изучает русский как иностранный через контент. Субтитры на английском и русском вы можете включить поочередно, и также можете скачать транскрипцию к этому выпуску, к этому видео, точнее не выпуску подкаста, а к этому видео на Патреоне. Транскрипции с ударениями и параллельным переводом на английский язык. Я приглашаю вас погулять со мной по Петербургу. Я сейчас в Московском районе, в районе, в котором я живу. Сегодня очень жарко, 28 градусов, настоящее лето, хотя еще конец мая. Все цветет, цветет черемуха, цветет сирень. В городе красиво, очень приятно гулять. Я сейчас иду к метро Парк Победы, потому что я сегодня встречаюсь со своим мужем и его коллегами, и потом мы вместе идем на прогулку. Смотрите, кого я здесь сейчас встретила. Это дворовые коты. У них нет хозяев, к сожалению, но их кормит весь двор. Справа от меня аллея каштанов, каштановая аллея. Дальше вы видите сирень. Это гостиница «Россия». И я сейчас пойду в сторону Парка Победы. Увижу памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому, русскому литературному критику, публицисту, который жил в XIX веке. Вот так выглядит памятник, и я, к сожалению, не успела перейти дорогу. Если вы посмотрите, дальше СКА-арена виднеется, очень-очень маленькая отсюда, но на самом деле это самая большая ледовая арена в мире. Ее построили не так давно, открыли в прошлом году. Я не фанат хоккея, поэтому я там ни разу еще не была. Как вы видите, рестораны уже открыли летние веранды, и петербуржцы вовсю наслаждаются прекрасной погодой. В этом году май действительно чудесный, особенно вторая половина месяца. Я сделаю небольшой крюк, чтобы показать вам фонтаны. Что это значит? Мне нужно туда, но я сейчас пройду немного другим маршрутом, то есть сделаю крюк, чтобы показать вам здание Российской национальной библиотеки. Если вы смотрели фильм «Мастер и Маргарита» 2023 года, то вы, наверное, видели сюжет, в котором герой попадает в психиатрическую больницу. Так вот, эту сцену снимали именно здесь. Я рекомендую вам посмотреть фильм. Я его уже смотрела 2 раза и, наверное, посмотрю еще раз. Мне очень понравилась такая версия романа Булгакова. И вот у нас работают фонтаны. Не знаю, насколько хорошо меня слышно, но надеюсь, что хорошо. Кстати, вот в этом доме когда-то жил легендарный поэт, певец и фронтмен, то есть лидер группы «Кино» Виктор Цой. А я иду сейчас к переходу и сажусь на синюю ветку метро, чтобы доехать до центра города. Обожаю сирень. Жаль, что период ее цветения не так долг. Возле метро бабушки, как всегда, продают букеты. Кстати, вы знаете, что в Петербурге находится самое глубокое метро в мире? Самая глубокая станция называется Адмиралтейская. Я сейчас спускаюсь по эскалатору
потом сяду в вагон метро, поеду на станцию Владимирская. Чтобы доехать до Владимирской, мне нужно сначала доехать по синей ветке до станции Технологический институт и пересесть на красную ветку, на красную линию метро. Ребята, загадка для вас. Какому писателю вы видите памятник? Ну, наверное, вы уже увидели надпись. Это Достоевский, ваш любимый. Знаю, что многие читали его романы. Ну что, я сворачиваю с центральных улиц на небольшой переулок. Кстати, забыла вам сообщить о том, что 27 мая 1703 года на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. И эта дата считается днем основания Санкт-Петербурга. В этом году городу на Неве исполнился 321 год. А я уже почти выхожу на набережную реки Фонтанки. Я направляюсь в мексиканский бар Топ Хопс, где меня ждут мой муж и его друзья. Поскольку я не ужинала, то попросила заказать мне тако с креветкой. Мне очень нравится этот мексиканский бар. Вот он находится там. Интересно, смогу ли я перебежать дорогу? Ага, отлично, машин нет. Можно аккуратненько пройти. Главное, не задеть велосипедистов, точнее, чтобы они меня не сбили. Смотрите, сезон катания по рекам и каналам Петербурга открыт. Кстати, мне сообщили, что мы сегодня тоже покатаемся по каналам. Я очень этого жду. Недавно я была в Копенгагене. Если не смотрели мой короткий влог, обязательно посмотрите. И там я тоже насладилась видами города с воды. Поэтому, если вы приедете в Петербург, обязательно купите билет на один из таких катеров. Это действительно того стоит. Есть прогулки с экскурсиями, есть прогулки для компаний. И вот я уже подхожу к бару. Я сегодня, можно сказать, превзошла себя. Практически нон-стоп, практически без остановки снимаю влог. Обычно я стесняюсь это делать, но сегодня вот такое хорошее настроение. Посмотрите, какие красивые дома стоят вдоль набережной. Ой, чуть не упала.
Сейчас мы направляемся в сторону Дворцовой площади. Там уже идет концерт «Опера на Дворцовой». Возможно, мы на него не успеем. Этот концерт проводится ежегодно в честь дня рождения Петербурга. Приглашаются мировые артисты оперной сцены. В 2015 году я посещала Петербург в качестве туриста, и я впервые посмотрела концерт «Опера на Дворцовой», как раз была здесь в мае. И могу сказать, что впечатления у меня остались на всю жизнь. Тогда Тогда выступали Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский и другие оперные исполнители. Это было великолепно. И именно в тот день я стала настоящим фанатом оперы. И с тех пор посещаю оперные концерты не только в Петербурге, но и в других городах мира. И сейчас мы идем вдоль Невского проспекта. На самом деле, я думаю, что на оперу мы уже не успеем, но надеюсь, что успеем на концерт в честь развода мостов. Надеюсь, что мой телефон не сядет. Вы видите, что небо голубое, но еще не очень светлое, еще только начало периода белых ночей. Самый пик белых ночей приходится примерно на конец июня, если я не ошибаюсь. Поэтому у вас еще есть время посетить Петербург и насладиться прогулками по ночному городу. Сейчас будут разводить мост. Я ничего не вижу, тут толпа, поэтому попробую снять для вас часть моста хотя бы.